На заднем дворе старого рынка собиралась толпа. Сырая земля была усыпана окурками и монетами. Посреди круга стояли две собаки, одна худая, с перебитым ухом и шрамом через морду, другая мощная, с блестящей шерстью и глазами, полными злости. Кто-то выкрикнул: «Ставки закрываются!» Толпа зашевелилась, шурша купюрами. Все ставили на крупного пса по кличке Рекс. На второго никому и в голову не пришло. Он стоял молча, шатаясь, тяжело дышал. «Этот не доживет до конца раунда», — хмыкнул кто-то. И вдруг из тени раздался спокойный голос: «Я ставлю на него». Толпа обернулась. Перед ними стоял высокий мужчина в длинном потертом пальто. Он выглядел неуместно, как будто зашел не туда. В руках у него была трость, а на лице ни тени эмоций. «Ты серьезно?» — рассмеялся ведущий. «Он еле стоит». Мужчина кивнул. Иногда сила не в зубах. Смех прокатился по кругу. Колокол звякнул. Толпа замерла. Рекс кинулся первым, быстрой, размашистой атакой. Вторая собака, та самая, никому не нужная, едва успела отскочить. Несколько раз она падала, поднималась, снова бросалась, снова получала. Казалось, все кончено. Но в какой-то момент она изменилась. В глазах мелькнула решимость. Она перестала пятиться. Когда Рекс рванул в последний раз, она увернулась и вцепилась ему в горло с неожиданной силой. Толпа ахнула. Еще миг, и огромный пес рухнул. Наступила тишина. Худую собаку трясло от усталости, но она стояла. Мужчина в пальто подошел, присел рядом, осторожно коснулся ее головы. «Молодец», — сказал он тихо. «Ты просто забыл, что умеешь бороться». Он вынул из кармана деньги, не глядя на них, и отдал ведущему. «Я заберу ее». «Зачем она тебе?» «Она же покалеченная», — удивился тот. «Потому что все остальные поставили не на того», — ответил мужчина и ушел, ведя собаку за собой. Толпа долго еще стояла молча, не зная, что именно они только что увидели — чудо или урок.